Он был национальной гордостью, символом корейской драмы и одним из самых популярных актеров Азии. Но в один день все изменилось. Смерть актрисы Ким Сэ Рон потрясла индустрию, а имя Ким Су Хёна оказалось в центре обвинений, слухов и судебных разбирательств. Сегодня мы разберем, что реально известно о скандале, какие доказательства предъявляет семья погибшей, как защищается актер и почему до сих пор нет окончательного ответа. 16 февраля 2025 года Сеул проснулся от шокирующей новости. Молодая актриса Ким Сэ Рон была найдена мертвой в своей квартире в районе Сондон. Ей было всего 24 года. Следствие почти сразу признало ее смерть самоубийством. Но на этом история не закончилась. Наоборот, именно тогда начался настоящий шторм. Для публики ее уход стал трагедией. Это была актриса, которая с детства росла на глазах у зрителей и успела сыграть десятки ролей. Но почти сразу после известия в СМИ вспыхнули слухи, а семья Сэ Рон впервые произнесла имя, которое перевернуло все расследование – Ким Су Хён. Они заявили, что за трагедией их дочери может стоять именно он, и что их отношения были далеки от тех, о которых мечтают поклонники. Эти слова мгновенно разлетелись по заголовкам и породили волну недоверия и домыслов. Так трагическая новость превратилась в начало самой громкой истории корейского шоу-бизнеса последних лет. После похорон актрисы общественность ожидала слов скорби, но семья Ким Сэ Рон сделала совсем другое. Они публично обвинили Ким Су Хёна в том, что именно он довел ее до отчаяния. Родные заявили, что их отношения начались еще в 2015 году, когда девушке не было и 18. По их словам, актер якобы скрывал этот роман, а позже требовал от нее деньги, связанные с контрактами и долгами. Вскоре в сети появились скриншоты переписок и аудиозаписи, где голос, похожий на голос Ким Су Хёна, обращался к ней с личными признаниями. СМИ мгновенно подхватили эти материалы, а общество разделилось. Одни поверили обвинениям, другие заподозрили подделку. Рекламные контракты начали рушиться один за другим. Крупные бренды приостановили сотрудничество, проекты оказались под угрозой, а имя Ким Су Хёна впервые за карьеру оказалось под тенью сомнений. Слухи распространялись быстрее фактов. И именно это стало началом самого тяжелого удара по его репутации. Когда обвинения достигли апогея, Ким Су Хён не стал прятаться. Он собрал пресс-конференцию и перед десятками камер впервые заговорил о трагедии. Его голос дрожал, глаза были полны слез, но слова звучали твердо. «Я никогда не встречался с ней, пока она была несовершеннолетней. Наши отношения начались только после того, как она стала взрослой. Я не буду просить доверия, я прошу судить меня по правде, а не по слухам». Эта речь потрясла фанатов. Кто-то увидел в нем честность и боль, кто-то – лишь актерскую игру. Но одно было ясно – он не собирался молчать. Его агентство объявило, что подаст иски о клевете и распространении ложной информации против тех, кто публиковал переписки и аудиозаписи. Представители утверждали, что часть файлов могла быть сфальсифицирована с помощью технологий искусственного интеллекта. Однако общественное мнение уже было расколото. Для одних он оставался жертвой обстоятельств, для других – виновником трагедии. И эта война взглядов только начиналась. Когда обвинения продолжали нарастать, адвокаты Ким Су Хёна сделали неожиданный шаг. Они обнародовали 150 писем, которые актер написал во время своей военной службы. Эти письма были адресованы его тогдашней подруге, девушке, с которой он действительно состоял в отношениях в тот период. В них не было ни одной строчки о Ким Сэ Рон. Таким образом, защита пыталась доказать, в годы, когда семья утверждала о тайном романе, у актера были совершенно другие отношения. Кроме того, журналисты нашли важное противоречие. В опубликованных скриншотах переписок значились даты, когда Ким Су Хён проходил военные сборы. Он физически не имел доступа к телефону и не мог вести такие разговоры.
Это стало первым серьезным ударом по версии обвинителей. Однако семья Ким Сэ-рон утверждала обратное. По их словам, некоторые письма были почищены или вовсе не относятся к делу. Но для общества эти доказательства стали поворотным моментом. Впервые появилась реальная трещина в обвинениях. Теперь борьба развернулась не только в судах, но и в глазах публики. Кому верить? Семье погибшей или самому актеру, который всеми силами пытался защитить свое имя? Пока общество спорило, виновен ли он, дело дошло до суда. И там ситуация начала меняться. Суд в Сеуле рассмотрел иски Ким Су Хёна и постановил, часть имущества семьи Ким Сэ-рон и связанных с ними медиаканалов должна быть арестована как обеспечительная мера. Среди них квартиры в Сеуле на миллионы долларов. Это стало первой крупной юридической победой актера. Для его фанатов это решение стало лучиком надежды. Закон признал, что обвинения не так однозначны, как казалось. Но для другой части общества это было поводом для новых вопросов. Ведь в Корее обвинение против кумира всегда вызывает бурю эмоций. Тем временем адвокаты актера продолжали настаивать. Аудиозаписи могли быть сфальсифицированы, переписки подделаны, а все дело – лишь попытка разрушить его карьеру. Но даже несмотря на первую победу, будущее Ким Су Хёна оставалось под угрозой. Рекламные контракты и проекты замораживались, доверие публики шаталось, и каждый его шаг обсуждался тысячами заголовков. Судебная битва только начиналась. После месяцев обвинений и судебных баталий Ким Су Хён оказался в ситуации, когда даже победа в суде не принесла облегчения. Его имя оставалось в заголовках, бренды прекращали сотрудничество, а каждый шаг обсуждался в социальных сетях. Сегодня Ким Су Хён стоит на границе света и тьмы. Его судьба зависит от того, какое решение примет суд и как воспримет это общество. Он может вернуться на вершину, доказав невиновность, или навсегда остаться в памяти как фигура, чью славу разрушили слухи и трагедия. История еще не закончена. И пока финал не написан, Ким Су Хён продолжает идти вперед, один, с надеждой, что однажды мир услышит его правду. История Ким Су Хёна – это напоминание, за славой всегда скрывается уязвимый человек. Его путь от застенчивого мальчика до мировой звезды вдохновляет, но скандал показал, как легко все может рухнуть от одного обвинения. Правда до сих пор не ясна. Он борется за свое имя, а общество решает, верить ему или нет. А что думаете вы? Виновен он или стал жертвой? Напишите в комментариях. Поддержите канал лайком и подпиской. Впереди еще больше историй, где правда оказывается сложнее, чем кажется.